Привет, дорогие друзья! Привет вам из Австралии. Сейчас у меня отпуск, вот такой долгий, как китайский и русский Новый год вместе взятый. Я пересекаю материк, об этом, наверное, будет какое-нибудь отдельное видео. И сегодня мне хотелось поговорить о такой вещи, как нарабатываемость или воспитуемость вещей и предметов. Многие, кто увлекаются китайским чаем, вообще китайской культурой, они знают, что есть в китайской терминологии относительно каких-либо предметов такой термин, как янь. Не который инь-янь, а другой янь. Это другой иероглиф. Он означает воспитывать. Например, про тот же чайник, например, чайник исинский, могут говорить ян годаху, то есть чайник воспитанный, наработанный, как у нас в русском это прижилось. Хотя это не очень правильный перевод, но смысл примерно тот же, что чайник прожил какую-то жизнь, вот, получил некие характеристики, которые его характеризуют как чайник наработанный, как чайник, получивший некие изменения, и, соответственно, эти изменения сделали его лучше в глазах тех, кто понимает, что это за такое свойство. Вот. На самом деле я хотел шире эту тему рассмотреть, потому что просто наблюдения какие-то жизненные разные, что в целом любые предметы, так или иначе, в них возникает некий такой дух старины. Любой хороший, качественный предмет из хорошего материала, может и любой, но очень многие предметы, можно привести пример, какой-нибудь там старинный деревянный шкаф, он весь начинает блестеть от того, что им пользовались, дерево все натирается, нарабатывается тоже, изменяется. И вот он не состарился, и выкинуть его можно, а он приобрел какие-то вот тут черты, которые говорят о том, что вот этот предмет достойный, он старый, за счет того, что его долгое время использовали, он стал такой живой, более живой. То же самое касается и нефрита того же, то же самое касается каких-то предметов, просто предметов старины. При этом это ни в коем случае не будет касаться какого-нибудь пластикового ведерка, которое может его в 70-х годах сделали, но не чувствуется от него этого духа старины, но это может субъективно, конечно, может кто-то собирает пластиковые ведерки и очень их ценит, но в целом все-таки тут имеет главное, пожалуй, место значение материал, то есть из чего это все сделано, чтобы оно приобретало такие свойства. И тут такая мне пошла аналогия, мы когда тоже путешествовали, сейчас были в Индонезии, там наблюдал за гостиницами, какими-то кафе, ресторанами, как они какие-то старые, какие-то новые, каких есть атмосфера, каких нет. Почему-то именно там пришла мне в голову эта мысль, что, в принципе, ты смотришь, например, старый какой-то барчик или ресторанчик, который все ходят, потому что он классный, и там, может быть, вообще никакого ремонта не делали уже очень давно. Но при этом он не выглядит каким-то обшарпанным или задрипанным, спасибо Боже, или каким-то таким грязным, как будто неухоженным и так далее. А он, наоборот, выглядит таким с ним сохранили дух, как говорится. А почему таким выглядит? Потому что он был сделан, во-первых, из очень хороших материалов в свое время, то есть дубовый пол, какие-то может быть столы, очень хороший металл, дерево хорошее. Все так очень добротно, качественно, то есть из хороших таких материалов долговечных. Эти материалы, когда с ними взаимодействует человек, с ними по ним ходят, их трогают, на них сидят и так далее, они не разламываются, у них ничего не отваливается, они сделаны служить на века, все эти вещи. И они просто изменяются, они полируются, они наглаживаются, как-то натираются, где-то они протерлись немного, но от них есть ощущение, что это предмет качественный. И такие вещи, объекты, предметы, почему я так много разных аналогий провожу, потому что хочу сказать, что это не только касается чайников, как многие, кто увлекается именно чаем, считают. Я считаю, что эта тема гораздо более широкая, это в целом весь антиквариат какой-то достойный, это в целом какие-то предметы, места и так далее, которые набирают дух времени, потому что есть несколько факторов внутри. Есть фактор самого материала, есть фактор того, как он изменялся, есть фактор того, как он как с ним взаимодействует человек, как именно.
Есть фактор то, что это несет некую историю, там некий антиквариат или некий там дух времени, скажем так, да. Если это место, то некая атмосфера, то есть как это все создано, как вот в случае места это уже более такая комплексная история, когда там все проработано, интерьер, элементы мебели, там свет, обыграно как-то это, потому что, например, умный человек, хозяин места, он может какие-то вносить свежие элементы вот в эту вот атмосферу, в этот антураж, да и дорабатывать ее постоянно, да, и доигрывать с этим. Мы тоже так в наших клубах хотим делать, и что-то где-то уже делаем понемногу, но пока только так, идеи. Вот, еще недостаточно истории, надо больше лет. И ты, как бы, получается, что ты создаешь какую-то такую вот атмосферу, когда человек приходит, здесь дух времени присутствует. И вот этот дух времени его также можно, конечно, перенести и на предметы. Для меня вот важно является то, что тебе не нужно объяснять это. То есть ты берешь, если ты какой-то опыт имеешь с этим, работать там, с теми же чайниками или еще чем-то, ты, в принципе, понимаешь, вот, здесь оно есть, здесь его нет, и как это объяснить, довольно сложно бывает где-то там, в случае с глиной, там, какой меж, какое сырье, там, какие факторы, текстура, там, блеск, там, не блеск и так далее. Вот. Но китайцы очень хорошо научились эти вещи имитировать. В каких-то случаях, какими-то особо дорогими предметами научились делать это так, что только специалисты могут там отличить, насколько это действительно так или нет. В каких-то случаях это сложно сделать и так далее. Вот. Поэтому, если так вот именно про предметы говорить, для меня всегда важно не столько там их древность, сколько их качество материала. Потому что качество материала и качество именно работы, будь то резьба, будь то там инкрустация, будь то ручная роспись, вот эти вещи их невозможно поделать. То есть ручную роспись от неручной банальной лупой ты на любом там предмете, ваза, пиала, там, чайник, чего угодно отличишь, потому что пиксели они все равно проскочат. Если это какой-то предмет там резьбы, тоже видно, где ЧПУ, где рука, где там резец зашел не туда. То есть все эти вещи, они потихонечку ты к ним привыкаешь и быстро начинаешь понимать, где что. Но именно про нарабатывание вещей я говорю, что те, кто любит какие-то вещи с духом старины, скажем так, я бы не всегда советовал гнаться за чем-то очень старым, если нет возможности или там сложно найти что-то. А может быть, пускай оно будет новое, но пускай оно будет из очень хороших материалов. То есть это должен быть качественный предмет. И этот качественный предмет, когда он живет вместе с вами, будь то чайная посуда, будь то там мебель, да не важно, что угодно, чубань там какая-нибудь, да, еще что-то. И этот предмет, он живет вместе с вами, и он вместе с вами тоже меняется. Это та самая аналогия, про которую я как-то рассказывал в предисловии книги про Жуяо, директора музея чая в Ханчжоу. Он тоже говорил, очень поэтично описал, как вот меняется пиала Жуяо, да, в процессе жизни, как она вот, этот вид Жуяо, это вид глазурования, кто не знает, где когда такие трещинки образуются на поверхности пиалы, и они заполняются чаем, получается такой рисунок, такая сеточка из рисунка, трещинки, которые заполняются этим цветом чая, когда в нем завариваешь чай. И таким образом она постоянно меняется, потому что глазурь такая, что она это не происходит долгий период времени. Тут такие изменения, да, не в виде там полировки или там, блеска или еще что-то. Это очень интересная игра, на самом деле. Я это тоже очень люблю. Люблю предметы вот именно из качественного материала, сделанных хорошо. И они не обязательно должны быть старыми, они могут быть новыми, но они становятся вместе с тобой, они начинают приобретать некую историю, потому что они живут с тобой и начинают иметь некое значение именно для тебя. Так как это какая-то индивидуальная история, то, наверное, это самое главное в этом всем и есть. То есть ты с этим предметом как-то себя связываешь, получаешь какие-то хорошие эмоции от него и так далее. Всем пожелаю приятных чаепитий, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока.